Всем привет, подписчики и просто гости канала Кастомайзер. Продолжаю работать над лип-спойлером, так называемым дактейлом. В предыдущей части я остановился на работе над торцами, а именно искал самый оптимальный вариант завершения данных краев. Либо оставить его вот таким ровным, либо вот так, либо сделать треугольник продолжением в данную плоскость. Вот здесь заканчивается. Ну что говорить, я в предыдущей серии все это показывал, рассказывал. Здесь будет сейчас подсказочка. Можете перейти по ней и посмотреть предыдущий выпуск. Также выкладывал фотографии в ВК, на Драйв и загружал короткое видео в ТикТок. Все ссылки есть в описании под видео, можете перейти и посмотреть. Эту же часть я уже сделал после записи, так сказать, за кадром, когда я выключил запись, и уже потом пришло вдохновение, и все-таки решил сделать именно так. То есть, чтобы вот отсюда шло в край. И здесь она кончалась, вот край багажника, крышки багажника. И теперь нужно отзеркалить это на другую сторону. На этой же стороне я отрезал лишнюю часть, так сказать, подправил, потому что отрезанный кусок, он выпирал в эту сторону. Сейчас же все исправлено, и эта часть, и вот этот край абсолютно ровные. Что ж, занимаемся макетированием, буду записывать видео по мере прогресса. Итак, это левая сторона, это правая сторона. Теперь с двух сторон одинаковые торцы, и теперь нужно их усилить точно так же, как я усиливал и верхнюю и нижнюю плоскость. Установил спойлер на место, также здесь усилил стеклотканью данное место, то есть верхнюю часть, которую я нарастил, вот край, торец спойлера. Как я сказал, верхнюю часть, плюс усилил вот эту часть, которая идет на место крепления спойлера заводского. Здесь усилил, пару слоев накидал. Сейчас это все пока остынет, застынет, и потом примусь за удаление вот лишних выпирающих частей. Просто ножом срежу и уже эту часть буду укреплять стеклотканью. Лишнюю часть, которая выпирала, я отрезал, наждачной бумагой прошелся. С правой стороны точно так же. Верхнюю часть укрепил стекломатериалом. Здесь также. Теперь здесь твердо, не такое жидкое, как было до этого. Остается укрепить две боковые части, две нижние части. Но это будет уже на следующий день. Сейчас уже поздно. На данном этапе спойлер имеет вот такой вид. Точно так же, как на моих эскизах я себе и предполагал. По длине меня все устраивает. Как я уже говорил, здесь форму придать круглую будет намного проще. Это можно сделать в любой момент. Отрезать легко, нарастить будет трудно. Ну все, хватит разговоров, давайте переключимся на день. Переключились мы на дневное время суток. Сейчас я сниму спойлер и буду уже укреплять боковые части и нижние части. A few inches later. Итак, установил спойлер на свое место, как обычно, с помощью скотча. И как можно видеть, боковые части и нижние части были укреплены стекломатериалом с двух сторон. Теперь нужно отсечь ровно вот нижнюю часть, которая прилегает к крышке багажника. Сейчас можете видеть то, что она вся такая кривая, неровная. Буду чертить и отрезать. Ровную линию буду делать с помощью лазерного уровня. Сейчас покажу. Уровень установил. Теперь есть метка линии отреза. Также не будет лишним эту линию проверить. Сделать это очень просто. Здесь нужно измерить расстояние с этой стороны, так и с той стороны. Или же
на крышке багажника, чтобы здесь и там было одинаково. Я когда линию, то есть лазерный уровень установил, все, линию выставил, смотрю, проверяю, и у меня здесь разница в расстояниях 5 миллиметров. Поэтому поддонкратил 5 миллиметров, чтобы было здесь ровненько по уровню. Остается маркером сделать линию и по ней отрезать. A few inches later. Как можно видеть, сделал отрез строго по уровню. Теперь нужно отсечь лишнее с верхней части. В этих местах и в этих местах, прилегающие именно к заднему стеклу. И нужно будет подумать о том, как сюда сделать крепление и делать ли их вообще. Здесь, к примеру, сделаю закладные с болтами, через которые можно так же, как заводской спойлер, прикручивать к крышке багажника. Или же сделать эту часть отдельно, как заглушка, а именно спойлер, он будет уже крепиться по-другому. Нужно подумать, как это сделать. Либо крепить намертво на стекольный герметик с двухсторонним скотчем 3М-овским, либо же делать также закладную в сам спойлер, из которого будут торчать шпильки, штуки 3, будут торчать, просверлить крышку багажника и уже с внутренней стороны гайками притянуть спойлер на свое посадочное место. Или же третий вариант, который я ближе к нему склоняюсь, сделать сюда закладные, тоже, чтобы шпильки торчали, как заводской спойлер, закрепить на стандартные места. Далее закрепить вот эту прилегающую часть крышки багажника на 3М-овский скотч широкий, либо же 2 дорожки тонкого скотча. И здесь снизу установить такие распорки. Наверное, видели на картинках, когда делают передний сплиттер, переднюю губу, такой выпирающий, к бамперу цепляют такие тяги, подвесы. Сейчас покажу. Вот такого плана. То есть здесь и здесь упор будет уже на сам спойлер, и его не оторвет ни вверх, ни под своим весом он не упадет вниз. Для лучшего понимания сейчас картиночки вставлю, как используют данные тяги, как их еще назвать по-другому, распорки, будем называть распорками. И, к примеру, установить данные распорки в 2 местах, здесь и здесь. Конечно, нужно подумать, как это все сделать, либо первый, либо второй, либо третий вариант. Также нужно подумать о том, чтобы в случае чего этот лип-спойлер была возможность быстро и не затруднительно его демонтировать в случае чего. Ребят, напишите в комментариях, какой вариант крепления будет здесь лучше. Возможно, кто-то уже сталкивался с данным вопросом, и мне будет интересно почитать, кто как установил лип-спойлер, какой вариант вы предпочли лучшим и практичным. Ну а пока я буду отрезать все лишнее с верхней части, вы можете поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Также не забывайте переходить по ссылкам в описании под этим видео на мой ТикТок, ВК, Инстаграм, страничку на Драйве, куда я выкладываю фото, видео, материалы. Спойлер сейчас выглядит так. Данный отрез приходит посередине этой резинки уплотнительной заднего стекла и продолжается до самого угла. Здесь также линия разреза лежит на этой резинке, немного заходит, опять-таки это нижняя уплотнительная резинка лобового стекла, заднего стекла. Здесь, если оно так, здесь нужно немного ее шлифануть, то есть немного убрать. Здесь, как видим, все хорошо. Здесь то же самое. Идет по середине уплотнительной резинки.
Сейчас мне нужно кое-какие моменты чуть-чуть шлифануть. Например, здесь, но это не критично. Ну, если сравнивать здесь, конечно, нужно немножечко убрать именно центральную часть. Конечно, нужно учитывать еще то, что спойлер будет прижатый к крышке багажника. Но здесь не страшно. Я сейчас пройдусь, немножечко сниму. Итак, спойлер я обратно уже в который раз установил. Как вы могли видеть, здесь я все хорошо отмерял, чертил, убирал лишнее. Теперь здесь резиночка по всей прилегающей части выпирает одинаково. Далее также здесь отрезал лишнее с двух сторон, полностью симметрично. Теперь мне нужно здесь между этими болтами прокинуть металлическую пластину и обварить данные болты, чтобы у нас они никогда в жизни не провернули. И наше крепление было всегда отличным и хорошим. Потом далее уже здесь шлифану выпирающие части шапки болтов, подточу, будет все красиво. И уже сверху можно будет обрабатывать шпатлевкой, делать здесь форму, чтобы было с плавным переходом в спойлер. Сейчас спойлер установлен вот на эти болты с гайками, как я уже сказал. Здесь также можно видеть резиночка четенько, аккуратно сделана. То есть, чтобы здесь она была видна. Здесь надо немного убрать. И будет все отлично. Здесь то же самое нужно пластину обварить и подточить шляпки болтов. Спойлер установлен. Пока понизу он болтается. Но он установлен уже без скотча, не малярного, не обычного. И уже можно смотреть, как он будет выглядеть. Остается потом уже штукатурка. Штукатурка, говорю, шпатлевка. Остается зашпатлевать. Здесь все вывести. И здесь поверху так, чтобы было все аккуратно. Плавный переход. Торцы. Сделать их острыми. Это не обращайте здесь внимания, чтобы было здесь остро. Вот этот кончик лип-спойлера тоже нужно будет зашпатлевать. И, конечно же, нижнюю часть, чтобы здесь было ровное примыкание вот сюда. Также и над прилеганием спойлера нужно будет поработать. Также это исправляется шпатлевкой. Сейчас машину выгоню. Нужно посмотреть издалека, как выглядит спойлер. Металлическая пластина готова.
Также были сделаны такие выемки под данные болты, которые крепят спойлер. Теперь задача обварить болт и эту металлическую пластину, то есть закрепить как здесь, так и здесь. Конечно, и с той стороны нужно сделать то же самое. Вот так приварил. Вот так зачистил болгаркой сварочные места. Так сказать, убрал бугорок, чтобы в дальнейшем место сварки нам не мешало выровнять всю поверхность. И прикручено на гайки. С креплением разобрались. Крепление на месте. Держит отлично. Приварено хорошо. Теперь нужно поработать с кончиком спойлера. Я хочу сейчас его зашпатлевать. Вот обратите внимание на торце. Здесь вот такие пустоты. Это просто смола и малярный скотч. И обратите внимание, он вот так гуляет. Например, вот здесь хорошо видно, как они друг к другу не присоединены. Сейчас нужно будет это все исправить и зашпатлевать. И уже обработать именно этот край спойлера. Итак, нанес шпатлевку со стекловолокном на спойлер. Именно акцентировал на его крае, так сказать, чтобы укрепить именно его край. Ну и чтобы не зря пропадала оставшаяся шпатлевка, я ее намазал. Так, феном подсушил. Сейчас она еще остынет, засохнет, чтобы с ней было можно работать, обрабатывать. Все, сейчас немножечко подождем, и я буду это все сошкуривать. Так, эту шпатлевку обработал, наждачкой прошел. Конечно, это просто черновая, очень черновая обработка. Еще нужно зашпатлевать, выровнять все плоскости, как сверху, так и снизу, боковые элементы, также и край спойлера, внешний край. Здесь все облагородить. А так, меня сейчас полностью устраивает. Следующий выпуск будет уже посвящен тому,
Как я буду все это выравнивать, вышкуривать, здесь все закрывать. Так что, кто не подписан, еще подпишитесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. 1 или 2 выпуска сделаю по спойлеру, так как все, тут осталось только шпатлевка, вышкуривание и установка. Подводя итоги сегодняшнего выпуска, мы сделали очень многое. Выпуск был плодотворным. Сделали закладные под будущее крепление, отрезали все лишнее с спойлера, сделали здесь красивый кантик, чтобы резиночка торчала. Здесь зашпатлевали, выровняли. Также и по низам некоторых моментах. В общем, результат меня радует. Надеюсь, и вам тоже нравится процесс. Вот, кстати, мои социальные сети: ВК, ТикТок, Инстаграм, Ютуб, Драйв. Достаточно вбить в поиск название канала Кастомайзер. Повторюсь, что в следующих выпусках будет уже полное шпатлевание, выравнивание форм и уже приближаться к завершению. 1-2 выпуска будет точно. Так что подписывайтесь, ребят, чтобы не пропустить следующие выпуски. Спасибо, что досмотрели. Если понравилось видео, поставьте лайк. Вам не трудно, мне приятно. Все, всем до новых встреч. Всем пока.